Het is grappig. Er is een groot verschil tussen mensen die in de bergen wonen en in de vallei. Bergbewoners zijn stug en verlegen. Kom je eenmaal terecht in de vallei, dan is het allemaal wat losser en vrolijker. Zoals hier in het dorpje Jokolo, in het noorden van Georgië. Zelfs op de rouwdag van een van de dorpsoudsten is het nog een geanimeerde bedoeling. Het zou raar zijn als je een serie maakt voor de Caucasus en dan geen aandacht besteedt aan Tsjetsjenië. 5 jaar geleden probeerden we al Tsjetsjenië in te komen. Toen lukte dat niet. En nu is het eigenlijk ook gewoon te gevaarlijk voor ons om er te filmen. En daarom zitten we nu net aan de andere kant van de grens, in Georgië, in de Pankisi-vallei. En hier wonen heel veel Tsjetsjeense vluchtelingen die op de een of andere manier toch proberen hun tradities te behouden. Zoals hier achter mij de Zikr-traditie, een hele oude. Alleen het probleem hier is dat de jonge Tsjetsjenen helemaal geen behoefte hebben aan die tradities. Die hangen veel meer richting het moslim-extremisme. En dat is een probleem hier. Вы можете объяснить, что такое зикр, что это значит? Зикр – это с восхвалением Аллаха и Мухаммед пророка, саллаллаху алейхи вассалям, просят, чтобы вот, который умер человек, для него, чтобы рай была, в общем. Ну, это традиция, это чеченская традиция. Это не исламская традиция. Ну, да, традиция, вот, войнахская. Наши устазы так сделали. Так. Вы сами тоже делаете зикр? Да, я раньше стоял, и сейчас могу в любое время захотеть стать рядом. Кто хочет, любой может там стать рядом и делать зикр. И почему именно сегодня они это делают? Потому что сегодня пятница, третья пятница. Сами такой святой день. Хвалят Аллаха, хвалят. Ik ken geen volk dat zo trots is als de Tsjetsjenen. Het is ongelooflijk. Na talloze deportaties, oorlogen en moordpartijen is de wens om vrij te zijn nog steeds net zo groot. Grozny, de hoofdstad van Tsjetsjenië, is niet meer te herkennen. In de Tweede Tsjetsjeense oorlog is de stad zo hevig gebombardeerd dat er nauwelijks nog een gebouw overeind stond. De boodschap was duidelijk. Jullie zullen nooit een onafhankelijk land hebben. Hier in Jokolo ga je als journalist als eerste langs bij de dorpsoudste. Zo hoort het. Als hij je heeft goedgekeurd, mag je met de rest gaan praten. Nergens in de Caucasus zijn de tradities zo streng als bij de Tsjetsjenen. En nergens zijn de familiebanden zo hecht. Is çölü ocak. Is Tliyena. Is mama чеми, деда чеми. Это семья наша. Это значит семья. Это отец, мать, это я. Две сестры, они живы сейчас. И 2 брата. Они умерли. Это один подарил мне, это Байсангур. Наиб Шамилия. Этот тот самый, у которого, который потерял один ног,
один рука и один глаз в этих войнах. Когда он воевал, его привезли на седло коня и вот так воевал. Потом его повесили, да, он герой, очень национальный герой. Повесили? Потом он еще продолжал бороться против русских после пленения Шамиля, а потом его поймали и повесили. Вот, поэтому эта свобода, да, независимость, эта свобода у нас в крови сидит. Тогда вам не грустно, что сейчас Чечня часть России, это не сложно вам? Конечно, это не просто неприемлемо, очень сложно. Но такого не было даже при коммунистах. Даже вот тогда мы более-менее свободны чувствовали. А теперь есть такой момент. Но это не продлится, это точно. Это нельзя так. Чеченцы предки говорили, чтобы низко опущенным головой, да, лучше ходить без головы, чем низко опущенной головой. И одно тоже принцип. Второй принцип говорит, что выше мою этого головы, да, только Бог. Только Бог выше этого голову, значит небо и голову, чтобы свободным он считался всегда, свободным. Но обязательно должен одно знать. Из Корана мы все традиционалисты тоже ни в коем случае не отходим от Корана. Этого нельзя. Мусульмане, значит, это священная книга есть Коран, и этого Корана надо обязательно соблюдать. А почему ваххабизм стал так популярным у молодежи? Понятно. Они их ваххабитами называют, себе они, так сказать, иногда джаматом называют, а теперь они стали называть салафитами. Ну, это не имеет значения, потому что мать идеологии это ханбали, эти ваххабиты, ихвани. Так сказать, тайми называют. Ну, есть течение в этом радикальном исламе одно и то же. Потому что ислам произошел в Арабии, да, в исламе и шариате очень много элементов национальные, арабские национальные элементы зашли. И когда они говорят, что мы должны вернуться в том исламе, который в VII веке, да, произошел, или, так сказать, возник, да, более возник этот. И тогда, хочешь, не хочешь, очень много надо изменять в обычаях. Это будет танцы, это будет песни или такие ансамбли, вот такие. Да, очень важно, да? Очень важно. Если чеченец не танцует, если чеченец не поет, какой он чеченец может быть? Потому что если из 100 чеченцев 95 танцует. Это есть у них сидит. А они этого не хотят. Такое красивое место здесь вообще. Да. А Чечня видно отсюда? Нет? Нет. Дальше, да? Чуть-чуть дорога длинная. А чем ты занимаешься? Сейчас? Сейчас дома. Дома? Безработный, да. Сейчас вообще как-то мало работы, да? Сейчас? Да, очень мало, да. Здесь нет, фактически нету работы. Overal in het dorp zie je mannen de hele dag lummelen en voetballen. Mannen die vaak trauma's hebben opgelopen in de Tsjetsjeense oorlog. Werk is er niet. Niemand zit op deze Tsjetsjeense vluchtelingen te wachten. Geen wonder dat ze verleid worden door de gloednieuwe moskees
die er zijn neergezet met Saoedisch geld. Het Wahhabisme, of de zuivere islam, zoals ze het zelf noemen, wordt steeds populairder. Maar natuurlijk wil niemand erover praten voor de camera. Na veel gedoe kregen we Malik te pakken. Een van de laatste mensen die uit Tsjetsjenië is gevlucht. Как вы уверовали в чистый ислам? Можно так назвать чистый ислам или как? Не, в принципе, по телевизору в СМИ говорят чисто, нечисто, традиционно. Ислам есть ислам, он только один. Есть просто люди, которые понимают, которые не понимают. Есть действительно, которые не знают, что это такое. Есть люди специально как бы пытаются как-то очернить ислам как религию. Но у них это получается, если смотреть телевизор. А так, мы, как все знаем, в Советском Союзе были закрыты для всего мира, не только исламского. И все конфессии были закрыты, да. И в 90-е годы люди поехали, действительно узнали истинную религию, какова она, не пропущенная через законы Советского Союза. Просто обычно, как есть религия, чисто, без политики, без ничего. И это есть ислам настоящий, как он есть. А, например, вы против как чеченские танцы, например? Чеченские танцы. Так называемая культура, да? Да. Я в детстве, мне нравятся наши танцы, пляски, вся эта народная музыка, но если в Коране сказано, что лучше отдаляться от всего этого, я отдалюсь от всего этого. أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Кстати, завтра матч, да? Завтра матч будет. Завтра. А вы будете судьей? Да, я сам буду судить, чтобы честно была игра вообще. А вы чаще судья? Бывает, на сужу матч? не часто, но судил я. И я бы хотел, может быть, подарить что-нибудь как победителям. Да, Вы было бы что-нибудь- красиво, вы можете- красиво было бы. Да, вы Да, можете чтобы советовать? интерес был у молодых людей, чтобы играть. Ага. И побеждающий, что когда получает приз какой-то, Ага. интереснее становится, правда же? А что вы советуете, что я могу подарить? Ну, у нас можно подарить баран дарят. Баран. Да, баран. Окей. Денежный подарок сделают. Или там кубок, медали. Ну, кубок, медали, это надо поехать, поискать, там, покупать. Легче всего найти баран, Баран. купить и Живой. живой. И Окей. живой прямо подарить. А где мы найдем? Вот в этом селах найдем. Да? Да. Я никогда в жизни купил баран. Вот Живой. я дам Интересно вам, будет. как покупаем баран, подойдем, подъедем. А во время Первой Чеченской войны вы были в Грозном? В Грозном тоже Вы переехал остались, сюда. а Ну, тоже? глубже войны я переехал сюда. А после первой военной кампании пару года там война не было, а потом в 99-м началась вторая война. В опять, да. 99-м тоже уже война началась, уже бомбили Грозный. Тоже переехал, семью привез оттуда. Честно сказать, страшно было, что там говорит. Как не страшно, когда летит 3, 4, 6, 5 самолетов, вот с воздуха видишь, что они летят горизонтально, и резко, когда они опускают нос, уже видно, что пойдут Что ракеты. они Да, бомбируют. да. А куда она попадет, Бог знает. И, наверное, На тебя смотрит, как будто смотрит истребители. Вообще. страшно. Конечно, страшно.
Мы днем не могли идти пешком, потому что бомбили. Самолеты летали, ночью шли. Как раз лунная ночь была. Вот, Много света. да, вот луна видно была, и полная луна видно была. Ну и в этом луне тоже опасно было, между заметить могли, в общем. За нас, которая шла, один погиб. Ракету стреляли, в общем, осколки попали. И погибли, и другие тоже раньше, которые переходили или позже. In de Tweede Wereldoorlog trokken de Duitsers op in de Kaukasus, richting de olievelden van Azerbeidzjan. Stalin was bang dat de Tsjetsjenen de kant van de Duitsers zouden kiezen. Zoals altijd nam hij geen halve maatregelen. Hij deporteerde de hele bevolking, man, vrouw en kind, naar de barre steppen van Kazachstan. Soms pas na tientallen jaren konden ze terugkeren, als ze de tocht al hadden overleefd. De 3 dorpsoudsten van Jokolo kunnen zich nog herinneren hoe zij als kind werden gedeporteerd. Deda Romomikuda. Da Chechnevshu utskhornia babochemi dedis deda. Kaige. Selo sopeli Damaindukashi utskhornia. Khoda ikiden გადასახლება მოხდა 44 წელს. 23 თებერვალს მგონი ესე მახსოვს. ხო და იმ გადასახლებაში ბებოჩემი ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით, აბა სოფელმა ესე მივარნილი სოფელი იყო, ჩვენ რა ვიცოდით? Neažídene, da? Neažídene. შემოვიდნენ სალდატები, რო შემოვიდნენ დედაჩემმა მეხელში ამიყვანეს. ხო და აბა გაიმზადეთო. De moeder van Letchi, de scheidsrechter van het voetbalelftal, was ook gedeporteerd. Memre vedina ჩვენ. იმ დროს ჩვენ ორი ძაღლი ყავდა, ყეფა დაიწყეს, მაგრამ ყეფდნენ და თურმე სამხედრო არის ის ჩვენ გარშემო. გავიდა მამაჩემი, არ შემოვიდა. სტუმარი გავიდა, არ შემოვიდა. ჩემი ძმა გავიდა, არ შემოვიდა. მე კიდენ შემეშინდა საწავდნენ ეს ხალხი მეთქი, 13 წლისა ვიყავი. გავედი, კარი გავაღე და რუგია გარშემო და სამივე დაკავებულია გარეთ. Потом нас, мы не знали, их выселались. Собирались мужики раньше. Сказали, вам место даете жить. Так, отманулись от них, так и посадили их туда. Куда больше надо, чубиркер, да, бегет. Эк аргат махсус. არ დამავიწყდება ეგ არასდროს. რო ჩვენ მიგიყვანეს, ჩვენ სამი ბალღი რო მიგიყვანეს იმ გრუპში, აი მოკუჩებული ხალხში რო მიგიყვანეს, რო დაგვინახეს ბებოჩემა, ვაი მოგიგდეს დედაუ, რო დაუძახა, რო ბებოჩემს უნდა და ჩვენთან გადმოსვა. Yok o yüzden bir gir. Todaçı büyükler. Tabii ki yolda yok. Oğuzluyken vokzali bir gir, poyiz vokzali. მივდიოდი როგორც მუნჯები.
თოვლი იყო არა? თოვლი ყინვა. ინო. ეს თუ დაიღლებოდი ან მშიერი იყავი არ შეგეძლო დაჯდებოდი იმ საათში მოკლავდი. გესროდნენ და კლავდნენ. ო მერე იმ სოფლელმა ბიჭმა ავანტყოფი დედა ჰყავდა ერთი ძიმე დორავი ავანტყოფი მელოგინი ის ზურგზე წამოიკიდა ჩვენ ორ-ორი აქეთ იქით თითო სალდატი ზურგზე წამოიკიდა ჩვენზე წინ იყო ის ბიჭი ახალგაზრდა ბიჭი იყო არ იყო არ ძალიან ახალდა მოხუცი ათრია იმან წინათ ნამყოფი ის იყო ღალმა ორი ციხე სიმაგრე. ხო და დანგრეული მივიდა იქ გავშალა დააწვინა დედა დახურა და გამოვიდა ღრიალებდა როგორც აი გელი ტიროდა იცოდა რომ მოკლავდა დიდი დროს არ გავიდა იმ წუთში მოკლეს ისაც لكن تخوب ماشي تعبي جير سيكي تخوباش هتوفر سيكي تشولتي هتخو وقوان تحدي بيخن وقوان دحل كازاخستان العياخ ترق A ljudi umrli v vagonie тоже. რებიონი ბავშვი რომ მოკდებოდა პანჯარაში გადააგდებდა ეგრე იყო ბევრი რამეა ნანახი თქმა ძნელია Когда они приехали в Казахстан, что там было? Там уже что-нибудь было? Или они сами построили лагерь? Или... قال تخو دبيجين شولته دبيجير كالخوزي دبيجين شولته მიგვიყვანეს ესეთი ერთ ოთახში 4 კომლი ვიყავით ერთ ოთახში Кровати были? кровати где-то мицури земляне этот тахти кровати земляне арапери араконта А зима была холодно или как на степь? очень холодно ჩვენ ერთ ოთახში საიდან არის ერთი ქალი არც ის ვიცოდით ეს კაცი საიდან არის ეგეც არ ვიცოდით და ორივე მოკდა ერთ ღამეს ბებოჩემი წავიდა საფლავი ამოთხარა ერთი მხარეს ერთი მეორე მხარეს ის ქალბაჟი იმ ერთ საფლავში ბებოჩემმა დამარხა Там чеченцы умерли от голода или... Да? Трава ели. Вот зеленый трава ели чеченцы. А это все следы. Рвотом умерли чеченцы. Много умерли. Много умерли. هذا غنت هذا صديق جون تتحرك ثم فتات
по команде звонили, команда готовы, они там. Я говорю, мы за барана приехали. Без вот, барана нет, Да. нет матча, да? Мы Давай приедем, найдем. вот баран привезем, говорю, Окей. подождите там, ждите нас, говорю. Давайте пойдем. Куда? Я здесь сидеть буду? Или... Нет, 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 нет. Вы с нами. Is toch wel ietsje anders dan in de winkel kopen. Als je dan zo ziet, dan wil je het eigenlijk niet eten. Maar ja, het is eigenlijk wel heel lekker schaap natuurlijk. Hey, مخيرم يا خجاسون ما بيسي. شش كوغلاسي هبا. هون. سيجي شكوك خلاص. ليك بدي سوري سوون دي. ليه مومنتو لك. Это мешок, ты говоришь, зовут. А ну, мешки. Ход внизу мешок положите. Iets een pakket. Это не восстан. Это ерунда. Да, все правильно. Oké. Абаде, рейс, спасибо, Гена, спасибо. Assalamu alaikum. Kom maar, zo maar. Ne vuruyorsun şu? Egem tamam, sen ya. لا تصعد وترس شو تصعمون زي Ik logeer bij Laila, een Tsjetsjeentje waar ik een kamertje huur. Alcohol drinkt ze niet, maar de eerste avond brengt ze een jerrycan met wijn langs. We eten samen deegknoedels met knoflook, het nationale gerecht van Tsjetsjenië. Ze vertelt over haar 2 zoons. 1 zoon is als vrijwilliger naar Syrië vertrokken. Binnen een maand kwam hij om in de strijd. Haar enige levende zoon woont in Wenen. Там грибы собирает. В горах, да? Да, в горах. Вот такие огромные там. Veel Tsjetsjeense mannen zijn door de oorlog getekend voor het leven. Sommigen proberen de oorlog te vergeten door zich af te zonderen, zoals de neef van Laila. У него есть трактор? Нет? Откуда у него трактор? У него только лошадь есть. Нет. Давай, Леуль! Может, обратным еще путем? далеко? Ну, так. Да, нормально. Так, пешком. Можно пешком. 15 минут, 20. 15 минут? О, 20. Да. Ну что, какой Осман. Мир. Посмотрите, какая красота здесь. Давно тебя не видела. А как жить здесь? Нормально. Да? Да, я люблю. Природу люблю. Природу хватит здесь. Природу люблю я. За одной медведя он побежал, а другой заскочил и увез вторую, да? Вторую теленка.
Давай по Чечне не будем говорить. Да. Давай о Остальное медведях Никто тогда. не хотим вспоминать о войне. Никто не хочет. Медведь есть медведь. Когда медведя вижу, я думаю, что в русских вижу. Да? Стрелять хочется. А тогда стреляете? Ну, иногда. Смотря какой медведь. Можем показать? Да, могу. Это советский? Да. Да? Вау. А откуда оружие? Откуда? Да. Это дедовское оружие. Дедушки? Да. Вау. Оформлено все по закону. А где вы жили во время Первой войны? Я в Грозном жил. В Грозном. Вы можете сказать, как это было? Наверное, очень... Война — это война. Как было? Здесь нету людей, чтобы, хотя в доме не видели беду, чтобы кто-то на войне погиб. По 2, по 3 сына, дочери потеряли родителей, остались дети без родителей. Здесь почти вся семья, многие здесь так живут. Мы смиримся с этим. Наверное, нам помогает наша религия, я так думаю. Так и есть. Да, так оно и есть. А как Потому что религии поможет? Мы верим в Бога. Кто Мы верит тоже в Бога, знаем, что мы тоже наш Коран говорит, что Бог тебе туда дал. уйдем. Мы все же не бессмертные. Сегодня, завтра. Когда у Лейли, например, умер сын, я видела, какие они вот мужественнее, потому что крестьянки плачут, все вот делают, что беда попалась, а здесь они знают, что смерть это не отличается от жизни. Это как брат и сестра. Когда смерть, я видела смерть в доме, и она сидела мудрая, вот очень храбрая, и не плакала. Она не кричала, не плакала. И это удивляло, потому что мусульмане не плачут. Они говорят, это воля Аллаха. Аллах нам дает жизнь и отнимает от нас. Как хорошо здесь жить. Отрываешься от всего мира. Ik begrijp die Osman wel. Door rustig te wonen in een oude bus in het bos probeert hij de oorlog te vergeten. Ik ben in Tsjetsjenië talloze Osmans tegengekomen, op de raarste plekken. Maar voor sommigen is er geen weg terug. Zij zijn soldaten voor het leven. Какой он был мальчик? Всегда очень любящий, как сказать вам, справедливый. После Второй войны я привезла их сюда. Здесь тогда беженцы заехали сюда. Много беженцев были, не знали откуда. И были арабы, и были африканцы, и были чеченцы. Ну, ходило время, и они всегда где-то пропадали у меня. Я всегда его искала, когда спрашивала, что куда ты идешь, пожалуйста, приходи во время, хотя бы ночью вовремя приходи. Он говорит, что у меня 15 лет, я уже свободный. Я уже видела, что
он уже одежду и изменил. У него и понятия изменились. Он уже о смерти говорил всегда. Я говорю, ты же молодой, у тебя жизнь впереди. Что ты говоришь? Кто тебе это говорит? А что он говорил? Он говорил, что нету смысла жить здесь, когда погибают люди. Мы один раз должны умереть, и на пути Аллаха я всегда буду искать пути Аллаха. Он хотел только умереть, больше ничего. Какие вещи он сказал? Как всегда говорят, что мужчина должен быть умереть, стать муджахедом. А когда сейчас начался война в Сирии, тогда я услышала, что он туда поехал. Как вы узнали? Все знали, передавали, что в Сирию война идет, в Сирии по телевизору передавали, люди передавали. Отсюда начали уезжать молодые парни, как будто работать в Турции. Ну, кто там ко мне подошел и сказал, что ты знаешь, твой сын в Сирии. Почему в Сирии должен, я говорила. Это чужая страна, почему в Сирии? Вот так написано, вот так сказали. Он высказывал там такие из Корана, аяты называются, что мужчина должен. Вот в Сирии начинается это, когда трудно твоему брату, где-то он живет, мусульманин, надо ему помогать и умереть. Меня позвонил его друг и сказал, что твой сын погиб. Но первый раз попал в Саудию, меня очень сильно волновал этот вопрос наших отцов. Вот ислам, он один или другой? И единственное, что мне учители, шейхи, устазы, это великие ученые, которые в Саудии есть, на территории Халиджа, они говорили, учитесь, потому что знание – это свет. И когда вы набираете знания, эти сами проблемы уходят. Люди сейчас не знают, они невежды, и люди многие невежестве. И поэтому они боятся всего и вся. Но когда если люди бы образованы были, они бы знали, что такое вера, вообще они были бы намного понятливее. А вы иногда думаете, может быть, ехать в Сирию и как? Не, я сам никуда ехать не собираюсь, у меня другие дела. Но тот, кто едет, я его не осуждаю. Асхабуль джаннати хумуль фаизун. У меня одна просьба. Он меня подготавливал в чем-то. У меня одна просьба. Если ты услышишь, что я здесь погибну, пожалуйста, я на пути Аллаха, и я прошу тебя, исполняй мою просьбу, не плачь. Он умолял это. Почему это попросил? Нельзя, сказал он мне так объяснил, что нельзя плакать. Если ты заплачешь, я на пути Аллаха поеду на пути Аллаха. Это для меня будет плохо. Я не понимаю, знаете, их законы, как они понимают. Но все-таки я мать, я его родила, я ему жизнь отдала.
Потому что вы страдаете, да? Не плакать сейчас из-за этого? Или... Да. А когда я этого слышала, я посмотрела на свою маму. Мой брат тоже погиб на войне. Мама похоронила 2 сыновей. Я думала, как заплачу перед мамой. Она на меня смотрит. Я хотела орать, кричать. Конечно. И думала и о просьбе его. И о просьбе его думала, чтобы не заплакала. Какое село победил? Джоколо. Джоколо? Война. Команда война. Проиграл Даймох, Умалу. А кто будет получить баранина? Вот капитан идет. За победу! Победителю. Это вам. Спасибо. Thanks for watching the video. You can of course look at the next episode, or you can look at the other recommended series, and don't forget to subscribe to our channel.